так отдых в Мексике видим мы, туристы со всего мира и зрители тревел-шоу. Но я ехал сюда с желанием увидеть, как отдыхают мексиканцы. Куда они едут, что они любят. Но в итоге узнал о том, что мексиканцев волнует. Какой они сами видят свою Мексику. Давайте смотреть, какая она, Мексика для мексиканцев. Много мексиканцев могут позволить себе путешествовать. Сейчас из-за пандемии все сидят дома. Но раньше люди со средней зарплатой от 10 тысяч песо могли путешествовать по стране 1-2 раза в год. Артур ведет YouTube-канал о путешествиях по Мексике, так что отлично разбирается в том, как мексиканцы любят отдыхать и куда стоит поехать. Он занимается этим уже пару лет, путешествуя почти каждую неделю. Но и он сам до сих пор изучил далеко не все уголки Мексики. Сейчас у него почти 300 тысяч подписчиков, и это больше, чем у меня, ребятки. Так что, чтобы видео выходили чаще, вы знаете, что нужно делать. А сколько вот лично тебе нужно денег на путешествие? Так как я веду блог, то стараюсь путешествовать чаще и экономнее. В среднем 3-4 тысячи песо на один выезд. Но раньше, когда я работал в фирме с зарплатой в $500 в месяц, мне нужно было собирать деньги почти год, чтобы хорошо отдохнуть в Канкуне. В отличие от других мест, других пляжей, например, Де-ла-Крус, Акапулько, о котором все знают, я мог ездить каждые 3 месяца на выходные. В Акапулько мог 6 раз в год. Но Плая-дель-Кармен или Канкун 1 раз в год. Доход в $500 может считаться средним разве что в столице. Но по стране это скорее высокий доход. Минимальной официальной зарплатой считается $160. По критериям Всемирного банка всего 2% мексиканцев живут за международной чертой бедности. Но по мнению мексиканского правительства, аж 42% населения живет ниже национальной черты бедности. То есть, грубо говоря, правительство Мексики считает, что их население достойно большего, и международные критерии для них слишком низкие. Мексиканский метод измерения достатка включает в себя самые разные критерии. Например, незаконченное образование, ожирение из-за неправильного питания или отсутствие холодильника. Например, моему другу, работнику СТО в Мариуполе Максу, нужен год, если не больше, чтобы накопить спокойно и поехать на неделю в Египет. 5 звезд, 2-я линия, all-inclusive, ну все как полагается. Может ли позволить себе похожее путешествие мексиканец с похожей работой? Для этого я нашел местного Макса в одном из небогатых районов Мехико. Скажите, вам нравится путешествовать? Да, конечно. Хорошо, а куда именно? И дорого для вас это? Стараюсь ездить к морю, а бюджет разный бывает. А именно куда? Канкун, Акапулько? И то, и то. Еще Майами. Майами? Ого! Так вы по заграницам ездите? Мне там нравится. И плюс я учился на механика в Майами. А сколько вам нужно денег, чтобы поехать на неделю в отпуск?
Зависит, в Канкун, например, можно за 35-40 тысяч песо сгонять на недельку на расслабленном. А когда вы последний раз были в Канкуне? Года 1,5 назад. Канкун или Акапулько? Канкун, конечно. В Акапулько был пару месяцев назад. Слушайте, а у вас тут вакансий не найдется? Канкун или Майами? Майами, 100%. Вот разговор с автомехаником меня запутал. Просто мне, например, не верится, что среднестатистический автомеханик может вот так вот спокойно раз, а то и 2 раза в год ездить в Канкун или в Майами. Или, может, конкретно этот просто скупает мотоциклы, чинит их и перепродает. Ну, либо второй вариант. У него просто счастливая жена, которая зарабатывает на все эти путешествия. Почему нет? While there is still no word on a cure for the virus, government officials report the virus is not airborne, but can be transferred through contact with blood. Есть у меня одна слабость. Я не могу отказать тем, кто просит меня передать посылку друзьям на другой конец света. Посылка тебе. Спасибо, друг. Это посылка от моего брата-близнеца, Степана. Степан, адьос. Только зачем ты ее привез лично? В смысле? Есть же новая почта Global. Подробнее. С услугой глобальная доставка. Отправить посылку за границу так же легко, как и по Украине. Привет. Здорово. Почему ты решил через меня посылку отправить, а не через новую почту Global? Да там как-то сложно. Да что сложного? Заходишь в любое отделение новой почты, отдаешь посылку и отправляешь куда хочешь, или с помощью личного кабинета. Да что-то как-то я... Да что ты, как ты е? У них там еще и акция классная сейчас. До 31 мая на все посылки до 10 килограммов с услугой глобальная доставка минус 25%. Вот. Новая почта отменяет экспорт. Просто как обычная доставка. Ссылка в описании. Слушай, я там выпуск Мексики смотрю, ты что-то как-то мешаешь. Который вот сейчас все смотрят, Вот прямо сейчас, а ты мешаешь. Ну такой выпуск, можно с тобой глянуть? Ну, если ты не видел, то Я не можешь. видел. Давай. А вот какие направления популярны именно среди мексиканцев? Куда они едут? Лично я люблю такие городки, как Пуэбло. Недалеко от Мехико-Сити, 2 часа на машине и попадаешь в прошлое. Такие городки дышат историей, сумасшедшая архитектура и чего скрывать, я просто люблю там вкусно поесть на какой-нибудь красивенной площади. Такие места называются Пуэблос-Махикос, магический город. Пуэбло-Махико — это звание. Его дают городу или региону, которые с течением времени сохранили свою оригинальную архитектуру и культуру. Как следствие, имеют большое значение для истории страны. Сейчас по Мексике таких разбросано аж 121. Вайе-де-Браво – один из них. Городок с населением в 60 тысяч – одно из популярных направлений для отдыха среди мексиканцев. Больше всего туристов, конечно, из столицы. И разница в темпе городов чувствуется сразу. Здесь все на расслабоне. There's a way. Water so still,
my pain's gone away. The air is much cleaner after it rains. Всего каких-то 2 часа от Мехико-Сити, и картинка кардинально меняется, а главное, меняется звучание. Класс. Слышите? Это обалдеть. И мы ничего не накладываем. Это вот чистый звук, который есть. Это же круто. Такое ощущение, что ты в каком-то ботаническом саду. Они так классно поют. Такая атмосфера. Все такие городки по-своему уникальны, но вот точно их объединяет одно – сумасшедшей красоты архитектура. I'm a wanderer of the soul. Before the end, I plan to behold. But I know I'll lose myself along the way. What's gone is gone. What's past is past. Let me leave what belongs in the past. Как это атмосферно. Маленький городок. Какой-то костел. Птицы поют. Какая красивая еще мексиканская архитектура. В каждом городе какое-то прям произведение искусства есть. Либо это собор, либо это дом, либо это целая улица или центральная площадь. Главная достопримечательность города, конечно же, церковь. Ей где-то 400 лет. I used to fall apart, lose myself and give my heart away. Come and go in shady places. I used to sit and stare. Now the light runs through my lashes. It's taken 40 years, blood, sweat and tears. Чтобы не застрять в пробках на старинных узких улочках, тут лучше передвигаться пешком. Ну или на квадроциклах, как местные. В конечном итоге все дороги приведут вас к озеру. Здесь вы можете покататься на кораблике за 100 песо, это где-то 5-6 баксов. Ну или хотите, снимите лодку самостоятельно, лично для себя одного, это будет стоить 55 баксов. Но признаться, на картинках озеро выглядело поинтереснее. Ну, странное такое ощущение. Но вид вообще вот так вот шикарный. Горы, зелень. Если вот так вот ручкой закрыть все великолепно. Но есть у Вая де Браво одна особенность. Символом города является бабочка. Вот они тут везде. А причина тому — миграция бабочек-монархов. Миллионы бабочек проделывают путь длиною в 3000 километров прямиком из Канады, чтобы переждать зиму здесь, в лесах вокруг города. Точнее, чтобы умереть здесь. А уже новое поколение отправляется обратно. Я приехал, как всегда, вне сезон и не застал, к сожалению, эту красоту. А видео мне дали мои местные знакомые. И да, кстати, вот это все бабочки. Как же они преодолевают такие огромные расстояния, спросите вы? Я думаю, они посмотрели самые дешевые билеты на Aviasales. Смотрите и вы, если хотите летать так же, как бабочки. Aviasales – поиск дешевых авиабилетов. Tacos de pastor de Tepoztlán. Весь город можно обойти за полдня. Отели при этом не из дешевых. Например, номер в нашем отеле стоил $60 за ночь. И это считается довольно-таки дешевым вариантом. Богатые же мексиканцы останавливаются в отелях и гольф-клубах вроде этого.
Вот такой домик с камином и видом на поле для гольфа обходится в $400 в сутки. А вот такой поскромнее с печкой и видом на мужика уже 200. До города отсюда уже придется проехаться, но вот судя по территории, это особо здесь никому не надо. А откуда приезжают люди, которые у вас останавливаются? В большинстве своем это мексиканцы. Пары, семьи, в основном из Мехико-Сити или других больших городов. Есть и из США или даже Европы, но абсолютное большинство это местные. То есть сюда приезжают довольно-таки состоятельные туристы, если я правильно понимаю. Да, тут недешево, но не только у нас, а в целом по Вайе-де-Браво. Вот складывается ощущение, что по Мексике путешествовать довольно-таки дорого. Да, есть такое. Но когда, например, вы приезжаете к нам в отель, то можно никуда и не выходить. Все продумано для вашего отдыха. А лично для вас остановиться в таком отеле, например, было бы дорого? Ну, здесь не супер дорого в сравнении. Мы где-то в середине по ценам. Так что в теории я бы могла провести тут уикенд. Да. Вопрос цены путешествия по Мексике оказался действительно растяжимым. Помимо того, что как минимум вам нужна машина, дороги для путешествия в Вайе-де-Браво, например, в две стороны вам обойдутся $100. Можно поехать, конечно, и в объезд, по не самой хорошей дороге, зато бесплатно. Но судя по страшным историям, которые я успел услышать, как минимум ночью я вам этого делать не рекомендую. И не из-за качества покрытия, а вот потому, что вам просто могут перекрыть дорогу местные банды, обчистить, и все. Это в лучшем случае обчистить, разное бывает. Так что если вы хотите посетить сразу несколько нетипичных для иностранного туриста мест, как я, то будьте готовы платить за все свои перемещения. Добрый день, а вы откуда? Из Мехико. Как считаете, здесь дорого отдыхать? Дорого, да. А сколько надо денег, чтобы провести тут выходные? Даже не знаю. Много. Скажите, как и где вы обычно отдыхаете? Акапулько, там, Канкун, Тулум, возможно? Ну нет, мы бы рады, но как-то не сложилось. То есть раз я была в Акапулько, но не регулярно. Почему? Дорого? Да нет, на самом деле. Тут дороже, чем в Акапулько. Скажите, сколько раз в год вы ездите отдыхать? Стараюсь 2 отпуска в год брать. Куда именно вы ездите? Какие направления любимые? Ну, бывали в Акапулько? Нет, в Акапулько не езжу. Почему? Слишком много народу. А где вы обычно проводите свой отпуск? Иногда здесь, в Вайе-де-Браво, иногда Юкатан. Могу съездить в Канкун. Как часто вы ездите путешествовать? Ну, в год, наверное, 4-5 раз куда-то ездим. Да, бывает, езжу куда-то. В Акапулько вот недавно был. Мы любим ездить к пляжу. У нас есть небольшой дом на колесах. Запрыгиваем всей семьей и едем. Например, Мичиакан. А это дорого вообще вот для вас выезжать всей семьей на неделю куда-то? Не так дорого, учитывая дом на колесах. Просто приезжаем, ставим лагерь, не тратимся на отели. Получается бюджетно. Да, без проблем. Всего хорошего. Классно, такие приветливые люди. Вообще мне мексиканцы нравятся, понятно, есть разные. Ну и у нас же тоже разные есть. К нашим тоже подойдешь, и некоторые тебе могут и в морду вмазать. Но в целом мексиканцы очень добрые, приветливые, улыбчивые. И прям порой не понимаешь, как можно, от чего точнее защищаются вот эти полицейские, которые стоят с автоматами. Но понятно от чего, все мы знаем. Вот тех. Вопрос безопасности в Мексике действительно болезненный. Я чист, все. Я специально не углублялся в эту тему, потому что, ну, вы уже много раз видели, как наркокартели управляют Мексикой, бла-бла-бла и все такое.
но вот такое количество вооруженных полицейских и военных на улицах всех городов, что я посетил, он просто не дает обойти эту тему стороной. Ощущение вот такое: прямо здесь или вообще где угодно, в любую минуту может начаться бой. Как вы считаете в целом? Здесь безопасно? Мы с вами находимся в Вайе-де-Браво. Этот регион не является проблемным. Мы расположены в стороне от зон интересов наркокартелей, в отличие от Акапулько, например. Отчасти поэтому у нас здесь низкий уровень преступности, несмотря на большое количество туристов. Так что за свою безопасность здесь можете не переживать. А почему вы все так мощно, мягко скажем, вооружены? Такое ощущение, что вот прямо здесь сейчас начнется война. Это наша стандартная экипировка. Пусть на улице и спокойно, но мы все-таки в Мексике. У нас бывают тяжелые времена. Мы должны быть готовы к тому, что у каких-то подонков окажется оружие, и они пустят его в ход. Наркокартели, высокий уровень преступности и бедность – это замкнутый круг в Мексике. От бедности молодые люди идут на работу уже подростками, поэтому бросают школу. Работа низкооплачиваемая, потому что бросили школу, образования-то нет. Много и быстро можно, естественно, заработать только преступным путем, то есть украсть или вступить в банду. Чтобы хотелось вступать в банды, пусть лучше все кругом будут бедными и ненавидят правительство, а мы им церковь отремонтируем за наркоденьги. Ну, наверное, такая логика наркокартелей. Понятно, все намного сложнее, там и правительство наверняка тоже замазано. Уровень коррупции и популизма в стране просто зашкаливает. Например, 3 мая в столице обрушился мост метро. Погибли люди. И тут же со всех сторон полетели обвинения в хищениях на строительство государственных объектов. Я, конечно, надеюсь, что это произошло прямо перед выборами, простое совпадение. Как бы там ни было, что-то менять выгодно будет только простым людям. Завтра выхожу на новую работу. Опять стройка. В 7 надо быть уже там. Я привык, давно работаю. Хесус, сын Марии, здесь за главного мужчину, так как мужа, отца Хесуса, Мария прогнала. Они очень радушно меня приняли и даже специально для меня накрыли стол. Так, ну рассказывайте, чем вы меня встречаете, как это все называется? Здесь рис. Райс. Рос. Рохо. Красный, потому что со специями, томатами и овощами, в общем. Тут у меня картошечка со свиной кожей. Окей, this is salad. Очень похоже на оливье. Вот на наше оливье, которое вы все знаете, любите. Здесь майонез, да, яйцо, морковка, горошек. Ну вот прям оливье. Я не уверен, что здесь есть курица либо колбаса, но остальные все ингредиенты — это ингредиенты оливье. Окей, here. Тортильяс. О, тортильяс. А тут чичарон. Чичарон. Тоже с томатом и всякими специями. Приготовили все, гостя встречают. Видите, так не очень приятно на самом деле. Вот так все сделали, все поставили. Вот не так, стол не такой огромный, как там могли вы там подумать будет, или к которому мы все привыкли. Но это так мило, это так классно. Вот ты приходишь в гости, и тебе приготовили самые лучшие, самые вкусные свои блюда. Я очень хочу попробовать все. Во время путешествий я стараюсь общаться с абсолютно разными людьми, чтобы узнать, что волнует местных жителей. Так просто легче понять страну. И проблема социального неравенства очень большая тема для мексиканцев. Среднего класса здесь практически нет. Большинство населения живет в бедности, а большая часть капитала страны находится в руках небольшой группы лиц. Ну, я думаю, всем нам знакома такая расстановка сил. 10% самых богатых людей Мексики имеют 42,2% всех доходов в стране. Как хозяин. Папка приехал, знаешь, приехал папка с командировки, и вот вся семья его ждет. Ну, рассказывайте, что у вас тут. Тебе соус положить? Hot? Пиканто. Пиканте. Пиканте. Very picante? Mucho picante? Mucho. Mucho picante? Picante.
Ладно, давайте, все, будем пробовать. Пробар, мучо пиканте, поехали! Нам всем, конечно, так неловко, видно, что они переживают. Незнакомый человек пришел к ним в семью, они открыты, безусловно, они открыты, но они видят камеру и как-то очень-очень смущаются. Ну, сейчас мы немножко поедим, перекусим, и тогда уже будем как свои родные, семья. Вот если не секрет, сколько вы платите за жилье и коммуналку? Весь мой доход уходит на текущие расходы. Где-то 4-4,5 тысячи песо. Живем от получки до получки. И слава богу, за аренду платить не надо. Это жилье мне досталось по наследству, а за коммуналку иногда получается слишком много. Тогда я экономлю на готовке, чтобы растянуть деньги на дольше. Нельзя сказать, что семья Марии бедная. У них есть жилье, хватает и на питание. Есть холодильник, микроволновка и даже телевизор. Так что по критериям правительства они живут в умеренной бедности, как и еще 40% населения. При этом экономика Мексики считается быстро растущей и уже лет через 20 может войти в пятерку сильнейших наряду с Китаем и США. Но это не точно. И это пока не сильно заметно по обычным мексиканцам. Я занимаюсь уборкой в 3 разных домах, в семьях. Это очень хорошие семьи. Не просто дают мне работу, но и могут подарить мне разные вещи, продукты. Очень добрые люди. Скажите, а вы вот в этой комнате все вместе живете? 6 человек? А где все спят, например? Тут, кажется, не так много места. В этой комнате живут 2 моих сына. Один вот сидит, а второй не дома сейчас. И есть еще одна такая же комната тут недалеко, где я живу с дочерями и сестрой. Мария прогнала своего мужа и сама воспитывает 4 детей. Понятно, что ни на какие путешествия у них ни времени, ни денег не остается. Но мечтать-то ей никто не запрещал. А куда бы вы хотели поехать в путешествие? Я бы хотела побывать в Нью-Йорке. Мне кажется, мне там очень понравится. А дети давно хотят съездить куда-то к морю. Посмотрим, может, когда-то и получится. Когда я спросил, почему же Мария решила прогнать своего мужа и воспитывать детей сама, поднялась еще одна важная для Мексики тема. У нас считается нормальным, когда мужчина физически или морально издевается над женщиной. Я пережила это, но решила, что я не хочу так жить дальше. Помощи ждать было не от кого. Поэтому я просто выгнала его и разорвала эти отношения. Я приехал в Мексику накануне 8 марта. Этот день для жителей Мехико совсем не такой праздник, к которому привыкли мы. Никаких тебе цветов и тостов на офисных кухнях за украшение рабочего коллектива. Это день, когда все больше и больше женщин выходят на улицы города и буквально кричат о том, что их по-прежнему не слышат. Уже в следующей части поговорим о том, какая это острая тема для мексиканцев. А пока это лишь малая часть того, что я узнал о том, какую роль занимают путешествия в их жизни. Большинство никогда не были за границей, но многие активно ездят по стране. Их примеру я и последую. Скоро на канале. Немножечко терпения. Все! Свежая порция комментариев подъехала. Давайте читать. Ой, мои хорошие эксперты. Вот вы заладили меня исправлять. Почему вы это делаете? Мы с вами что, какие-то договоры подписывали? Или я к вам каждый раз прихожу, и вы мне зарплату за квартал платите? Нет, такого нету. Или я должен так же само разговаривать, как и вы? Абсолютно нет. Я это сам говорю, мне это не автора пишут. Вы пришли ко мне в коридор, нагадили и все, а я потом это расхлебываю, сижу. Я мнительный парень. Давай так. Вот в следующий раз просто ты мне позвонишь. Я же никуда не прячусь. Я же не опускаю жалюзи. Я вот он. Ты позвонишь, мы встретимся, выйдем там в кафе в какое-то, по чашке экспресса выпьем или латте, возьмем торты и посидим, поговорим, как друзья. Не надо вот это меряться, кто умнее, кто красивее.
Критика бывает, конечно, справедливой, но это, я считаю, реально необоснованно. Андрюша воспитанный парень. Ну, бывает иногда вырвется, но... Настя! Настя, ты что, глухая? Что ты меня все время перебиваешь, Да что я тебя перебиваю, мнительно? Где ты тачку припарковала? Да вон она стоит, твоя тачка! Где я ее вообще не вижу? Где? Разуй глаза, дубина, вон она! Она инвалидное место, что ли, поставила? А с кем я, по-твоему, в машине каждый день езжу? Наручник поставила? Да поставила! Все, ладно, люблю тебя, давай. Люблю тебя. Что ты мне все время в глаза этим осветителем светишь? Thank you all for your amazing comments. I didn't understand a word that you were writing down there, but I appreciate the buzz. And since everyone is very happy of what we do here, I thought that it's a great time to start a film school. So first thing that I'm gonna teach you, first lesson, is turning on the camera. So how do you do it? Where is this button? Where is that button? How do you... Ну что, вы поняли, что я уже поднял звук с колен в этой передаче? Теперь берусь и за сценарий. Батя взнать. Сценарий аграрий. Дай ручку. А вот с этим я согласна. Вот я считаю, что ни один бы ведущий вот так хамовито себя бы не повел. Это руки опускают, конфеты забирают. Ну что это такое? Я вам больше скажу. Мы недавно шли по центральной улице, и там, знаете, эти рокеры играли. Ну и в саквояжах стоят, денежку собирают. Этот подошел, типа такой бросает деньги. Раз, схватил 100 гривен, забрал и убежал. Не, ну мне-то, конечно, приятно, я помаду купила. Но это реально не по-человечески. Не по-человечески. So how do I turn the camera on? Where's that stupid button? Normally Andrew was the one to turn it on. Let me see. So normally Andrew was the one to turn the camera on, and I was the one holding it, huh? Привет, ты сценарист? Вот сценарий, я сценарист. Почему в сценарии написано Исланд, а не Айсланд? Так это на исландском. То есть можно было просто загуглить, и сразу все было понятно? Да, и можно не выпендриваться в комментариях. I forgot that the camera was turned on already. These things happen in our shoots. But we're all learning here, right? So, next time, I'm gonna teach you what the hell time-lapse is. Did you ever see when the sky is all like this and then the sun is like that? It's called time-lapse, guys. It's when you put your camera for the whole day. Shut up. Так, смотри, я накидал финал. Довольно простая схема. Значит, смотри. Рука, палец. Уходишь в раскаленную лаву. В смысле в раскаленную лаву? Ну, раз, ушел. Идея в воздухе витает, надо делать, пока никто не сделал, потому что, сам понимаешь. Я понял. А как мы это снимем? Вопрос просто такой. Ну, один дубль. Все понятно. Сделаем, конечно. Все, спасибо. Что, с одного да, дубля ты не топ. работает? Работаем с одного дубля. Как вы понимаете, мы с моей профессиональной командой будем продолжать радовать вас классным, достойным, а самое главное, профессиональным контентом. Сейчас, извините. Чё ты мне звонишь? Ну, чё ты мне звонишь? Да. Hello. Paul. I don't know how to... listen to me. I don't know how to switch off your camera. Paul, no. Okay. Other side. Look at the other side of the camera. Yes, red button. No, not the red button. Just put